Пустынный океан и привычное окружение вгоняет в тоску, а изнуряющая жара заставляет задуматься о прогулке по доске. Как вдруг, вот оно, спасение. Прокачанные плоты крутые. Впрочем, по заболоченному лесу приятнее перемещаться на веслах. Это позволит насладиться здешними видами. И первое, что заставит твое сердце ускориться — величественные деревья. Они сильно напоминают джунгли Гамлета посреди океана, но с некоторыми особенностями. Весь биом — это 3 огромных дерева, способных защитить от страшных молний и летнего зноя. Настолько роскошна их крона. Рядышком будут расти деревца поменьше. Срубив одно такое, получишь от 1 до 3 бревен. А вот огромному, великому стволу топор нипочем. Как, впрочем, и порох. Единственный выход — таранить плотом. Попадают палки, бревна, трава, и вот еще что-то огромное ушло под воду. Достань с помощью лебедки. Это орех узловатого дерева. Повезет, если грохнется на плот. Но в любом случае, когда захочешь вырастить, понадобится сбросить его лебедкой в воду. Орех падает редко, поэтому райский сад для летнего отдыха, в тени от палящего солнца по всей береговой линии, вырастить вряд ли получится. Да и это не так просто. Довольствуйся малым радиусом. Помимо орешка, изредка падает клон водного бифала и щипректа, в генах которого произошли некоторые мутации. Так бывает, когда 2 совершенно неподходящих друг другу существа завозят роман. Речь о гекконе и коала-слоне. В результате получится нейтральный к игроку моб. Вот он, плещется на болотном мелководье. Бывает, даже сбрасывает веточки. Травогаторы — это нереализованный концепт с лунного острова. Они обитают на деревьях, периодически падая из-за своей неуклюжести. Если захочешь помериться силой с таким, придется сначала заагрить. Травогатор убегает от преследователей, подобно коала-слону. Правда, в угол загнать уже не получится. А изрядно удалившись от места спауна, зверь занырнет, пустив огромную волну. Затем вернется обратно. Поэтому придется прибегнуть к помощи тротика или бумеранга. И если попадешь, готовься к обороне. Характеристики у него тоже как у коала-слона. Бодается по 50 единиц, а здоровье целая 1000. Роднит его кое-что из бифала. Также полезет атаковать своим микростадом. Награды за победу в схватке с травогаторами послужат палки, трава и, что самое важное, 7 кусков лиственного мяса. Это такой особый продукт. Необычный. Много кто пытался понять, что же это, овощ или все-таки мясо. Это не так важно. Важно, что положив кусок такого в казан, приготовишь кучу вкусностей. Например, добавив к нему меда, можно сварганить желе, восстанавливающее 37 голода и 50 рассудка. Чуть сложнее будет приготовить овощной бургер. Блюдо пополнит все статы на 30 единиц. Еще есть салат, дающий 40 здоровья, 75 голода и 5 рассудка. Для рецепта нужно всего лишь лиственное мясо и 3 любых овоща. Ну и бабушки оценят. На десерт лиственный холодец. Нужно 2 мяса и 2 наполнителя. Восстановит блюдо 8 хп, 37 голода и 5 рассудка. Вурт эти блюда не понравятся, тогда как Викфрид будет счастливо отведать деликатесы. Отсюда выходит, что лиственное мясо все же не овощ. Болото прямо-таки рай для веганов, и лиственное мясо вокруг шатается, и увесистые плоды с лиан свисают. Не стесняйся, срывай. Получишь фигу, точнее инжир. Новые плоды отрастут уже через 3 дня, в любое время года. Гигантские деревья прямо-таки окутаны лианами, дающими вот такие фрукты. В сыром виде они восстановят 12 голода, а в приготовленном на 6 больше, и 1 здоровье в придачу. Куда полезнее инжир смотрится в казане, блюд с ним немало. Вот вегетарианский фигатони, который понравится Вурт. Из мясных блюд есть нафигованный хобот коала-слона. А для изысканных гурманов придумали фига-кебаб. Тем же, кто обожает лягушачьи лапки, придется по вкусу фиговый фрогвич. Помимо восстановления 8 хп, 18 голода и 15 рассудка, он и немного согреет. Рецепт, правда, сомнительный. Классический лягушачий сэндвич даст больше здоровья, а фрикадельки сытости. Каждое блюдо из инжира восстанавливает здоровье не просто так. Считается, что фига – полезный фрукт. Точнее, цветок.
Выращивают с древних времен, и сердце вылечит, и от усталости избавит. Блюдо не по вкусу? Тогда займись рыбалкой. В заболоченном биоме обитает сладкая рыбка, сильно напоминающая аксолотли из Майнкрафт. Кстати, у меня есть целое видео, посвященное им. Инжир для рыбешки – отличная наживка. Впрочем, сгодятся любые ягоды. Только не забудь про поплавок, и тогда в скором времени откушаешь свежевыловленное мяско. А если объединишь 2 фиги со слизью гломера, получишь древесный джем. Это такое вот новое удобрение. В отличие от навоза, способно удобрять деревья, повышая им уровень роста. Конечно, его добавили не для того, чтобы ты каштаны кормил, а чтобы вырастить орешек в величественное дерево. Через 3 дня молодой саженец появится из воды. Подожди, пока подрастет. Тогда удобри джемом. Деревце будто зацветет. Через 4 дня повтори процедуру. И так еще 2 раза. То есть понадобится минимум 16 дней, чтобы оно превратилось в огромный ствол. Мотаясь пополнять запасы инжира, обязательно во что-то врежешься. Тогда придется потратить джем на ремонт плота. Действует получше заплаток, потому как залатав пробоину таким образом, плот залечится. Будет как новенький, а слизь исчезнет. Удобрение счастливит и любителей Ворвуда. Втирание жижи в древесные волокна накладывает эффект регенерации здоровья на 32 секунды и запускает процесс цветения, механику которого узнаешь из гайда «Все о Ворвуде». Пару дней понадобится, чтобы перейти в максимальную стадию, она продлится 2 суток. Затем 3 дня будешь возвращаться в прежнее состояние. Будь осторожен, собирая изысканные плоды с величественного дерева. На нем растут и коконы с обитающими в них пауками. Они-то на самом деле и крышуют эту местность, оберегая вторжение лоботрясов. Таран дерева или сбор плодов с лианы сагрит пауков-водомерок, у которых по 200 хп и 20 наносимого урона. Лут, как и механика, стандартна, выделяются лишь способностью перемещаться по воде и возможностью поглощать сладкую рыбку, если та окажется поблизости. Из гайда про Вебера ты, должно быть, помнишь про печеньки. На водомерку тоже есть рецепт. Нужно по 2 паутины, мясо монстра и инжира. Перевоплощай пауков в водомерок, скармливая им мутаген. Затем отправляйся атаковать краба-переростка огромной бандой. Сам держись подальше, пусть олухи сражаются за тебя. Представь оазис в океане, заполненный кувшинками, по которым можно прыгать. Неподалеку выглядывает чудик из воды, а по ночам тебя держат в страхе сияющие глазки. Увы, времени на реализацию концептов не хватило. Зато можешь коротать летние деньки на заполоченном биоме и создать там отличную ферму хилок и пропитания.